Я и мой 20-летний сын Антон, у которого синдром Дауна, проехали автостопом всю Европу, от Польши до Испании. 3 недели захватывающего путешествия. Сомнения и страхи, сложности и новый опыт, новые страны, новые города, замечательные люди и маленькие победы, усталость и свобода. Чао. Чао. Боже, красотища и солнышко. Возле Лидла высадил и дал 10 евро. Холодно, я замерз. Подъехала полиция, когда мы сидели на заправке. И говорит, это автобан, уходите отсюда. Надо выглядеть прилично. Да, порожняк. Ciao belli, fate buon viaggio e tanta fortuna. Фух, устал немножко. В Киеве у меня было все. Работа и много свободного времени. Личная жизнь и танцы. Бег. Но мне уже 48. Осталось так мало лет. Хочу еще больше жизни, больше риска, борьбы, свободы. Поэтому я уехал из Украины, в которой идет война, чтобы жить в разных, красивых, интересных местах. Я уехал не один. Со мной мой сын. Несмотря на синдром Дауна, благодаря усилиям своих родителей, Антон сильный и самостоятельный. Привет. Я на работе. Я здесь работаю. Хорошо получается, а иногда нет. Октябрь. Еще в Киеве запланирован маршрут. Едем автостопом в Южную Польшу. Там живем и волонтерим 3 недели в горах. Затем в начале ноября едем автостопом в Испанию и пережидаем зиму там. Я довольно много путешествовал автостопом. Но мое самое долгое путешествие – 2 месяца. Жизнь в постоянном путешествии – это точно то, чего я хочу. Как Антон будет переносить автостоп и жизнь вдали от дома. Но 1,5 дня автостопа по Польше и 3 недели волонтерства Антону понравились. Значит, отправляемся в Испанию. Начнем с трудностей, с которыми мы столкнулись. Я же хотел борьбы. Где же мы ночевали? С этим все просто. И для меня, и для Антона привычно спать в палатке. Обычно это было спокойное место в лесочке или хотя бы за деревьями и кустами, где нас никто не видел. В Словакии один раз мы спали на окраине города, возле какого-то склада. На окраине Милана, на краю вспаханного поля. Это самые плохие места в этом путешествии. Выход в таких случаях – ставить палатку в темноте и утром уходить как можно раньше. Только один раз мы спали не в палатке. Но об этом удивительном случае я расскажу дальше в этом видео. Еда. Еду покупали в супермаркетах, которые попадались на пути. Здравствуй, магазин зеленых бананов. А нет, сегодня они желтые. На завтрак и ужин варили рис с финиками и бананами. В готовый рис добавляем финики и бананы. Получается очень сладко и вкусно. Плюс хлеб и сыр. В середине дня ели йогурт с хлебом и бананами. Из сладкого покупали шоколад. Проблемы с языковым барьером? I started my YouTube channel about this travel. Я плохо знаю английский, где-то на уровне А2, еще хуже испанский. Но чтобы сесть в машину, знания языка не нужно. Просто называешь город, куда едешь. Если получается разговаривать с водителем, хорошо. Не получается, едете молча. Только однажды мне мешало непонимание языка. До последнего не понимал. Последняя машина едет в Испанию или только до границы? Жесткий такой языковой барьер. Поиск дороги.
В этом путешествии я пользовался только Google картами. Интернет есть везде. В оффлайновых картах необходимости я не ощутил. Преимущество Google карт в том, что можно посмотреть круговое фото любого места вдоль дороги и понять, подходит это место для стопа или нет. Давайте теперь перейдем к трудностям посерьезнее, которые действительно усложняли жизнь. Гигиена. Как помыться, побриться, постирать и высушить одежду. Надо выглядеть прилично. Мы же постоянно с людьми взаимодействуем и ожидаем хорошего отношения к себе. За 3 недели путешествия мы мыли голову 3 раза. По-моему, не так уж плохо, учитывая время года. Летом на любой стоянке на природе можно помыть голову водой из бутылок. Но в +3 делать это совершенно не хочется. Первый раз мы помыли голову за деньги на автозаправке для дальнобойщиков. Эх, я помылся в душе горячем. Не получилось бесплатно. Второй раз водой из бутылок в теплый вечер в Италии. И 3-й раз в квартире у пригласившей нас к себе водителя-француженки. Побриться, умыться, помыть руки, постирать вещи можно в туалете в Макдональдсе. Они часто попадаются на пути. Мы только однажды за 3 недели постирали наши трусы и носки. Подсушили их над костром и потом 2-3 ночи досушивали их в спальниках. Все влажные вещи, носки, стельки можно закинуть на ночь в спальник и подсушить своим теплом. Утром они будут сухие и теплые. Полиция. Полиция может прогнать вас с автозаправки на автобане. Подъехала полиция, когда мы сидели на заправке. И говорит, это автобан, уходите отсюда. Пришлось уйти. По-видимому, эти большие заправки, которые также называются зоны обслуживания или зоны отдыха, формально считаются частью автобана. В Италии полиция нас прогнала. Пришлось перейти на обычную дорогу. Извечная проблема автостопщиков, когда нас высаживали перед городом или в середине города, и нужно было пешком выйти в конец города, чтобы продолжать стопить. Не знаю, что больше выматывает, машиной стопить или по городу ходить. Мы делали остановки на обед. Как обычно. После еды жизнь налаживается. И пользовались городским общественным транспортом. В Милане и Турине оплачивали проезд. В венгерском Дьоре ехали зайцами. Во французском Гапе автобусы бесплатные. Посмотрите, как это удобно. Бывает, что голосуешь без толку и никто не подбирает. В Милане мы просидели на автозаправке на автобане часа 3. Да, порожняк. Никто не подобрал, а потом нас прогнала полиция. В австрийском Феллахе тоже часа 2 голосовали у выезда на автобан. Попутки не было. Наше решение в обоих случаях сменить позицию. Перейти с автобана на обычную дорогу. Но в Феллахе и на обычной дороге нас никто не подбирал. Скорее всего, из-за крупной развязки впереди. Пришлось пешком пройти 4 километра за эту развязку, и уже там с трудом, но дело пошло. В первый день путешествия в Польше мы долго простояли на оживленной дороге, но с местным трафиком. Я плюнул и впервые в жизни проехал 30 километров на маршрутке за деньги. Позор, позор, едем на автобусе. Во второй день путешествия в словацком Левице случился самый сложный для меня эпизод. Когда после моей ошибки нас увезли не туда. Опять мы плутаем. Завезли нас не совсем туда, куда мы хотели. Город Левица. Ну, будем сейчас выбираться кругами. Потом мы долго выходили из города пешком. Потом водители не обращали на нас внимания, когда мы голосовали. Сейчас выходной день в Словакии, в субботу. Не знаю, в этом причина или нет. Очень совсем паршиво идет стоп. После всего этого я потерял уверенность в своих силах. Это впервые в жизни со мной такое случилось. Хотя были и сложные моменты и в предыдущих путешествиях. Раньше
как бы ни было тяжело, я чувствовал гордость за то, что делаю. А сейчас я чувствовал, что мы занимаемся чем-то странным, чуть ли не стыдным. И ничего не получается. Дело в том, что первые 2 дня действительно были очень тяжелые. Мы очень устали. Если бы не автодом, на котором мы проехали почти 300 километров, чистая случайность. За 2 дня мы проехали совсем немного. К тому же я чувствовал ответственность за сына, что втравил его в эту авантюру. Это дополнительно меня подкашивало морально. Но потом машина за машиной, маленький успех за успехом, уверенность вернулась и больше меня не покидала. И самая сложная проблема в этом путешествии – холод. Ноябрь. У нас хорошие спальники, и ночью спать в палатке было нормально. Интересно, что будет раньше? Мы уедем отсюда? Или вот то солнце дойдет до нас? Ну вот стоять на трассе без движения в ожидании машины, в такие моменты мы очень сильно замерзали. Холодно, я замерз. Мы еще поели йогурта холодного. Капец. И единственный выход – уехать в теплые края. Хорошо, скажете вы. Если столько сложностей, то ради чего все это? Самое классное в путешествии – это люди, которые нам встречались. Say ciao. Ciao. What is your name? Mustafa, Morocco. Grazie. Rien du tout. Все началось уже в первой машине, когда я забыл сумку с видеокамерой на остановке, где мы стопили. И водитель вернулся назад за сумкой, а потом повторно провез меня вперед. В доме в Польше нас угощали яблочным пирогом. Женщина в Словакии угостила Антона шоколадным батончиком, пирожным и сушеной клубникой. Парень и девушка в Словакии, которые остановились сами, когда мы даже не голосовали. Австрийский таксист, который провез нас бесплатно, да еще к тому же дальше, чем ему было нужно, чтобы высадить на перевале. Вообще, многие водители везли нас дальше, чем им было нужно, чтобы помочь. Блин, все так помогают. Они нас подвезли дальше, чем им нужно было, это, естественно, и дали огромный кулек печенья. 19-летний Милан из Венгрии, который в свой выходной день провез нас 80 километров просто чтобы помочь, а потом вернулся в свой город. А сколько мы встретили водителей, которые когда-то раньше тоже путешествовали автостопом. Местные жители подсказывали нам, как добраться или как купить билеты на общественный транспорт. 4 раза за это путешествие водители давали нам деньги. Тео, грация. Ciao belli. Fate buon viaggio. E tanta fortuna. Немец всю дорогу молчал. Я говорю, мы с Украины. Он, ага. Мы едем в Испанию. Ага. Вот. Довез, возле Лидла высадил и дал 10 евро. Говорит, купите себе еду. Самый лучший автостоп у нас был во Франции. Это было что-то фантастическое. Какое бы ни было место, пусть даже плохое, обычно в течение 1, 2, 3 минут нас подбирали. Несколько раз нас подбирала первая же проезжающая машина. Во Франции впервые в моей жизни подвезший нас водитель еще и предложил остаться переночевать. Женщину, уже бабушку, зовут Селин. Покормила нас. Мы помылись и переночевали. А на следующее утро она отвезла нас за 55 километров в следующий город. Ну и, конечно же, великолепная природа. Я думаю, эти кадры и без слов покажут вам, что автостоп – это не только дороги и машины. Очень много новых, красивых, приятных мест. Городки в Австрии. Бывшая железная дорога, а ныне велодорожка в Италии среди Альп. Самое большое в Италии озеро Гарда. Французские Альпы. А что же Антон? Как ему было в этом путешествии? Он сильно страдал? Как мне было с ним? Класс! Антон в Милане. А я говорил, что он будет путешественником. Во-первых, Антон никогда не ноет. Главное не подгонять его.
Тогда он будет идти долго, хоть и не быстро. Воду будешь? Привал. Стопил вместе со мной. Чувствуется, что приближаемся к Италии. Комфорта для автостопа все больше и больше. Шел через города. На стоянках отдыхал. Мерз, но меньше меня. Он не такой худой, как я. Это было очень круто с его стороны. Отличный, спокойный напарник. Ешь, давай, я хочу снять, как вот кушаешь. Antoine, are you okay? Are you okay? Are you okay, Antoine? Нравилось пить чай или костер рис и смотреть на костер. YouTube channel, my YouTube channel about this travel. Yeah. Пока мы стоим в очереди в супермаркет, хочу сказать, что очень приятно иметь такого помощника, как Антон. И в супермаркете, и на обочине. Антон боец. Такой сильный и выносливый, упорный красавчик. И теперь про деньги. За 3 недели мы купили еды на 207 евро. Это примерно 10 евро в сутки на двоих. 29 евро потратили на общественный транспорт. За 10 евро я купил аудиокабель взамен потерянного. И 45 евро нам подарили добрые люди. Настроение повышается. Итальянцы оптимистичны. Ура! Австрия закончилась! Боже мой, меня прет! Вы заметили, меня прет? Во время этого путешествия было много новых впечатлений, много эмоций, ощущение интенсивности жизни. Я уверен, что буду вспоминать это приключение как что-то ценное, что было в моей жизни. Путешествуйте, это делает жизнь интересней. Подписывайтесь на канал, следите за нашими приключениями. У нас большие планы на 26-й год. До следующего видео.